Глава 1621. Тысячеглазый дьявол. Трио Хань Ли без остановки пролетело несколько сотен километров, по пути даже потревожив гнездо черных белок-летяг на какой-то горе. Эти дьявольские звери были похожи на белок, которые были примерно в 10 раз больше по сравнению с первоначальным размером, и у каждой из них было по паре крыльев летучей мыши, а также полный рот острых клыков, что придавало им довольно злобный вид. Конечно, Хань Ли совершенно не обращал внимания на этих низкоранговых дьявольских зверей. Ему даже не нужно было заботиться о них в одиночку, поскольку Сюань-Сянь сделала это за него. По всему ее телу появились бесчисленные пятнышки золотого света и вырвались ливнем, протыкая тело этих летающих дьявольских белок, убив их на месте. Однако Юэ Цзун нисколько не обрадовался увиденным. Вместо этого, пролетев еще немного, он внезапно остановился и тяжело вздохнул. «Нам не нужно лететь дальше, фея Сюань, старший хан. Этот дьявольский зверь все еще у нас на хвосте, и он передвигается довольно быстро, так что мы точно не сможем сбросить его». «Ты уверен?» — спросил Хань Ли, и лазурный свет вокруг него угас, а в его глазах мелькнуло странное выражение. «Я уверен в этом. Возможно, у меня недостаточный уровень культивации, но я уверен в своей способности чувствовать и выслеживать дьявольских зверей», подтвердил Юэ Цзун. Услышав это, Сюнь-Сянь слегка изменилась в лице, а Хань Ли тоже замолчал. На самом деле он уже знал, что их действительно преследовал дьявольский зверь даже без подтверждения Юэ Цзуна. Несмотря на то, что он не мог высвободить свое духовное чутье очень далеко, он мог видеть нечеткую фигуру зверя сквозь дьявольскую ци, используя свои глаза духовного прозрения. Зверь все это время прятался в Черном море тумана и за различными горами, но его массивное тело не так просто было скрыть полностью. После проведения этого теста уверенность Хань Ли в способностях Юэ Цзуна еще больше возросла. Оказалось, что у него действительно были некоторые чрезвычайно полезные в золотых горных дьявольских хребтах навыки. Неудивительно, что Сюань-Сянь настояла на том, чтобы нанять его. «Старший Хань, похоже, нам придется устроить ловушку, чтобы убить этого дьявольского зверя», осторожно предположила Сюань-Сянь, повернувшись к Хань Ли. «Установить ловушку. В этом нет необходимости. Раз этот зверь пытается нас выследить, мне просто нужно убить его. Подождите здесь минутку, я скоро вернусь», ответил Хань Ли, и за его спиной вспыхнули лазурный и белый свет, после чего там появилась пара полупрозрачных крыльев. Он нежно взмахнул крыльями и с раскатом грома вырвался вперед в виде дуги лазурно-белой молнии. После нескольких вспышек он преодолел расстояние в несколько тысяч футов и с раскатом грома полностью исчез из поля зрения. Сюань-Сянь и Юэ Цзун застыли как вкопанные. Юэ Цзун быстро взял себя в руки и сказал с озадаченным выражением на лице: «Неужели старший Хань действительно будет один противостоять этому дьявольскому зверю?» Дьявольские звери обладают чрезвычайно мощными способностями, которые делают их намного более могущественными, чем даже существа с тем же уровнем культивации. Очевидно, у старшего Ханя припасены козыри в рукаве, раз он настолько уверен в себе, заверила Сюань-Сянь. Юэ Цзун ничего не сказал в ответ, но его брови все еще оставались нахмуренными. Прямо в этот момент вдали раздалось несколько громких ударов, за которыми последовал рев шока и ярости. Однако затем рев тут же сменился леденящим кровь воплем, а после все снова замолкло. Услышав это, Юэ Цзун и Сюань-Сянь невольно переглянулись между собой. Спустя несколько мгновений, когда они оба начали испытывать некоторое беспокойство, вдалеке вспыхнул духовный свет, за которым к нему устремилась полоска лазурного света. Это старший хан. Юэ Цзун при виде этого вздохнул с облегчением, но на его лице было странное выражение. Сюань-Сянь ничего не сказала в ответ, устремив взгляд на приближающуюся полоску лазурного света. После нескольких вспышек полоска лазурного света поднялась в воздух прямо над ними, после чего лазурный свет погас, раскрывая Хань Ли. «Господин Даосист Юэ, вы можете сказать мне, что это за дьявольское чудовище?» «У него довольно интересный вид», — сказал Хань Ли, взмахнув рукой в воздухе, бросив черный объект, пахнувший кровью и кровью, в сторону Юэ Цзуна.
Юэ Цзун был несколько озадачен этой просьбой и поспешно указал пальцем на объект, чтобы удержать его в воздухе. Сюань Сянь сфокусировала взгляд на этом объекте и обнаружила, что это была голова дьявольского зверя, сопоставимая по размеру с умывальником. На первый взгляд, голова была довольно пушистой с прикрепленными к ней круглыми ушами и напоминала голову обезьяны. Однако при ближайшем рассмотрении от ее вида по ее спине побежал холодок, и она непроизвольно вздохнула. У головы не было ни носа, ни рта. Вместо этого он был заполнен дюжиной или около того дьявольских малиновых глаз, которые к настоящему времени были уже приоткрыты. Большинство из этих дьявольских глаз кровоточили и выражали крайний шок и ужас. Юэ Цзун немедленно опознал дьявольского зверя, которому принадлежала голова, и был поражен чувством шока, но также намеком на просветление. Это тысячеглазый дьявол. Эти дьявольские твари с самого рождения владеют техникой подчинения, и они довольно редки даже в золотых горных дьявольских хребтах. Неудивительно, что эти дьявольские вороны были вынуждены выполнять его приказы. Тысячеглазый дьявол. Так вот почему он продолжал моргать, глядя на меня. Должно быть, он пытался применить на мне технику подчинения. Так, ему очень не повезло, что решил попробовать что-то подобное на мне. Беззаботно усмехнулся Ханли. Стоит сказать, что вы смогли убить этого высокорангового тысячеглазого дьявола. Этот зверь не только опытен в техниках подчинения, но и обладает несколькими другими неприятными способностями, которые делают его довольно сложным противником даже для существ с более высоким уровнем культивации, чем у него. Юэ Цзун все еще говорил со странным выражением лица. Вот как. Не знал. Я просто убил его, прежде чем он смог использовать какие-либо свои способности. Вдобавок, его магическая сила сравнима только с магической силой высшей расы, находящимся на 7 или 8 уровне, так что он действительно не такой уж мощный, ответил Хань Ли с равнодушной улыбкой. Услышав это, Юэ Цзун потерял дар речи. Я слышала кое-что об этих тысячеглазых дьяволах. По-видимому, самые ценные материалы, которые можно получить из его тела, это чарующие глазные яблоки. Это фантастические материалы, которые можно использовать для усовершенствования гипнотических сокровищ. Жаль, что подходят только глаза тысячеглазого дьявола ранга святого. Только в этом случае можно изготовить сокровище, сопоставимое по рангу к духовному сокровищу, внезапно сказала Сюань Сянь с улыбкой. Ты, конечно, шутишь, фея Сюань. Если бы я столкнулся с тысячеглазым дьяволом ранга святого, мне пришлось бы бежать, спасая свою жизнь. Хе-хе, в любом случае, похоже, я был прав, оставив голову этого чудовища. Остальная часть его тела глубоко погрузилась в черный туман внизу, так что будет довольно сложно попытаться достать ее, ответил Хань Ли с легкой улыбкой на лице. Раз вы разобрались с этим тысячеглазым дьяволом, оставшаяся часть нашего пути должна быть намного более гладкой. Очень хорошо, что вы смогли убить этого зверя, старший. Тысячеглазые дьяволы очень искусны в управлении и объединении сил с другими дьявольскими зверьми для атаки на добычу, и он известен своей злопамятностью, так что нас бы ждали неприятности, даже если бы смогли сбежать. Даже в этом случае мы не должны больше здесь задерживаться. Давайте выберемся отсюда. В конце концов, мы не можем гарантировать, что битва ранее не привлекла сюда других высокоранговых дьявольских зверей, осторожно предположил Юэ Цзун. Вы правы, брат Юэ. Давайте продолжим, старший Хань, согласилась Сюань Сянь, кивнув головой. Хань Ли также одобрительно кивнул, а затем, опустив рукав вниз, выпустил полоску лазурного света, в результате чего голова дьявольского зверя внезапно исчезла. Таким образом, все трое продолжали продвигаться вперед. Без ведома троицы, менее чем через полдня после того, как они покинули это место, внезапно раздался резкий визг с другого направления, после чего оттуда поднялось облако черного тумана, мгновенно охватив область радиусом несколько километров. Изнутри черного облака раздался резкий визг, после чего облако рухнуло и резко поднялось, а изнутри вырвалось около дюжины малиновых столбов света, вырвалось изнутри и ударило в море тумана внизу. Черный туман рассеялся, пропуская столбы света, и столбы света яростно взбудоражили местность, рассеяли черный туман на площади в несколько акров, обнажив обезглавленное тело дьявольского зверя.
Нижняя половина тела напоминала гигантского зеленого питона, а верхняя часть — ящерицы. У зверя также было две пары рук, большая и маленькая, с острыми зелеными ногтями на кончиках пальцев. Как только показалось тело, раздался пронзительный крик горя, словно тысячи призраков взвыли одновременно. «Кто убил моего сына? Я порежу их тело и буду мучить их душу до конца вечности». Голос был очень резким и неприятным, но можно было сказать, что он принадлежал пожилому существу. «Цзуе, Уци, найдите существо, забравшее голову моего сына, и мы будем жрать их по крупицам». Яростно взревел старик. «Да. Как пожелаете». Из темных облаков раздались мужской и женский голоса, после чего облака разделились, дав проход двум световым шарам, одному серебряному, а другому красному. В шарах света можно было разглядеть двух существ, и они мгновенно спустились рядом с обезглавленному телу. Затем серебристые и красные огни погасли, раскрыв пару чудовищных существ, полулюдей, полузверей. У одного из них была пара массивных черных рогов на голове и очень плотного телосложения. Верхняя часть его тела была полностью идентична таковой у обычного человека, и он был одет в костюм из черной металлической брони, но у него были чудовищные ноги, покрытые жестким черным мехом. Его спутницей была миниатюрная женщина с великолепной структурой лица, но с парой зеленых глаз и заостренных ушей. В то же время из ягодиц у нее торчал желтый кошачий хвост. Они двое спустились на землю и сделали несколько кругов вокруг обезглавленного тела. Несколько мгновений спустя мужчина издал низкий рев и открыл рот, выпустив полоску черного света, которая мгновенно исчезла в теле. Сразу после этого из гигантских черных рогов человека вспыхнул черный свет, и обезглавленное тело внезапно вздрогнуло, а затем полностью погрузилось в черный свет. Затем шар серого света медленно вылетел из тела и превратился в чрезвычайно тусклую тень, праздно зависшую над телом. В этот момент женщина потянула носом и прищурилась, а затем резко поднялась в небо и сделала круг поблизости. Я нашла его. Одно существо убило молодого мастера, но рядом с ним есть еще люди. Даже если они не имели отношения к смерти молодого мастера, они, скорее всего, товарищи-убийцы, уважительно сообщила женщина, внезапно остановившись. Глава 1622. Ярость дьявольских теней. Очень хорошо. Сможешь найти убийцу? Холодно спросил обладатель пожилого голоса. Конечно. Все трое из них использовали секретные техники, чтобы скрыть свою духовную силу, но благодаря вездесущей дьявольской ци в соседней области у посторонних нет возможности полностью скрыть свои ауры, поэтому я все равно смогу выследить их местонахождение. Убийца пошел в том направлении, но его остаточная аура уже очень слабая, так что они, скорее всего, ушли довольно давно. Кроме того, поток дьявольской ци на больших высотах быстрее, так что я не уверена в своей способности преследовать их, учитывая, как быстро они путешествуют, честно ответила женщина. Хм. Бесполезно. Услышав это, пожилой мужчина сразу же разгневался. Женщине не оставалось ничего другого, как смиренно стоять на месте. В этот момент ее спутник также поднялся с земли и появился рядом с ней женщиной после нескольких вспышек, а затем, протянув почтительный поклон, сообщил свои выводы. «Мастер, я извлек остатки души молодого мастера из его тела и использовал секретную технику, чтобы смоделировать внешность убийцы». «Дай мне посмотреть», — холодным голосом велел старик. Рогатый мужчина кивнул, и по взмаху рукава в воздух поднялся шар переплетающийся серой ци и черного света, а затем опустился над его головой. Затем он сделал печать заклинания, после чего шар взорвался, обнажив человеческую проекцию. Это была мерцающая проекция человека в лазурной мантии с набором обычных черт лица. На его глобелле было угольно-черное глазное яблоко, залитое тревожным черным светом, и этим человеком, естественно, был никто иной, как Ханьли. Проекция сохраняла свою форму всего на несколько мгновений, а затем взорвалась и исчезла. Обнаружив третий глаз на глобелле Ханьли, старик стиснул зубы и сказал: «Глаз разрушения, да?» Похоже, он действительно убийца.
Только пространственные способности глаза разрушения могли помешать моему сыну использовать телепортацию. Уходим. Рогатый мужчина, немного помедлив, спросил: «Пожалуйста, простите меня за грубость, но могу ли я спросить, вы собираетесь ли преследовать убийцу, мастер?» А в моих приказах что-то непонятно. Холодным голосом спросил старик. Рогатый мужчина ответил: «Вовсе нет, я просто хотел напомнить вам о цели нашего путешествия. Патриарх собирается использовать этот массовый приток дьявольской ци для полного пробуждения, и если вы доберетесь туда слишком поздно, Теймо и другие могут настроить против вас патриарха, оклеветав вас. В этом случае вы можете попасть в беду, мастер». Этот Теймо всегда был для меня занозой», — холодно хмыкнул старик, по-видимому, с пренебрежением, но было совершенно ясно, что его это тоже беспокоило. Старик долгое время боролся с внутренним конфликтом, пока не сказал: «Хорошо, Джиуе, ты умеешь выслеживать и скрываться, поэтому я собираюсь послать тебя за теми существами. Неважно, что ты будешь делать, старайся держаться у них на хвосте, пока я отправлюсь приветствовать патриарха, когда он выйдет из уединения. После этого я воссоединюсь с тобой, и мы отомстим за моего сына. Ты должна понимать, какие последствия тебя ждут, если ты потеряешь их, верно?» Женщина слегка изменилась в лице от его слов, но сразу же опустила голову и покорно ответила: «Да, мастер». «Пойдем, Уци». Затем старик повернулся к рогатому мужчине, и из облаков появилась массивная рука с лазурной чешуей. Рука, сделав хватательное движение, притянула обезглавленное тело внизу в свои объятия, а затем снова вернулась в облако, как молния. «Да, мастер», — с уважением ответил рогатый мужчина, а затем взлетел в виде шара красного света и во вспышке исчезнуть в темных облаках. После этого из темных облаков раздался грохот, после которого облако быстро покинуло это место. Таким образом, остроухая женщина осталась одна. Как только темное облако наконец исчезло вдалеке, пушистый хвост женщины свернулся, и она подняла голову, нахмурив брови, явно очень обеспокоенная сложным отданным ей приказом. В конце концов, она вздохнула и огляделась. Убедившись в правильном направлении, ее тело покачнулось, и она вырвалась вперед в виде полоски серебряного света. Пролетев более 1000 футов, полоска серебряного света внезапно вздрогнула, а затем стала более размытой и нечеткой. После последней вспышки полоска света полностью растворилась в воздухе. В другом месте существо стадии божественной трансформации медленно летело рядом с существом на стадии пространственного закаливания, находящейся на малой высоте. Каждый из них нес пластину формации размером с ладонь, и они довольно регулярно останавливались, чтобы оценить реакции, проявляемые этими пластинами формации. Существо стадии божественной трансформации, мужчина лет 30, спросил: «Боевой дядя Ван, прошло уже несколько дней, но нам даже мельком не удалось наткнуться на эту бессмертную Зойсию. Неужели мы пошли неправильным путем?» Его напарником был худой мужчина средних лет, чье внимание было полностью сосредоточено на пластине формации его руке, и он ответил, не поднимая глаз: «Моя техника предсказания не обладает 100% точностью, но она верна по крайней мере один раз в 20% случаев. Я проводил предсказания несколько раз подряд, и это направление указывалось во всех этих случаях, так что мы определенно идем в правильном направлении». 20% — это не такая уж большая вероятность, довольно удрученно вздохнул молодой человек. В этот момент они вдвоем летели над парой высоких гор, и обе горы ничем не отличались от тех, мимо которых они пролетали ранее. Все горы здесь были угольно-черными и удивительно гладкими, без единого следа растений, словно были просто грудой гладких камней. Таким образом, ни один из них не обращал внимания на эти горы, и они уже собирались пройти между ними, как внезапно развернулся поразительный поворот событий. Одна из гор, мимо которой они пролетали, внезапно взорвалась. Из нее внезапно вырвался черный световой клинок длиной в несколько сотен футов. Ах! Худой мужчина средних лет был застигнут врасплох и поспешно открыл рот, выбросив белый щит. Щит качнулся, а затем увеличился до нескольких десятков футов, оказавшись прямо перед ним. Однако в следующее мгновение черный клинок просто продолжил движение, рассекая щит, и беспрепятственно уничтожил тело мужчины средних лет.
Что было довольно любопытно, так это то, что, несмотря на то, насколько мощным было черное лезвие, оно совершенно не навредило молодому человеку. Клинок практически промелькнул мимо тела молодого человека в мгновение ока и исчез в море тумана внизу. Внезапно из тумана раздался грохот, и в землю врезалась огромная бездонная пропасть шириной более 100 футов. Молодой человек, возможно, был культиватором божественной трансформации, но у него явно не было большого практического боевого опыта. Только теперь среагировал на ситуацию, и на его лице появилось выражение ужаса и паники. Он поспешно и неуклюже сделал печать заклинания, а затем превратился в полоску белого света и полетел обратно тем же путем, которым пришел. Однако прямо в этот момент на одной из гладких горных поверхностей поблизости внезапно появилась пленка серого света, после чего на горной поверхности появилось зловещее лицо размером более 100 футов. Лицо открыло свой пещеристый рот, и оттуда неистово вырвалась вспышка желтого света, втягивая белую световую полоску прямо в рот. Сразу после этого массивная пасть захлопнулась, и из горной вершины появилось гигантское тело высотой с многоэтажное здание. Это был дьявольский зверь с гигантской головой и телом, напоминавшим жабу. Все тело дьявольского зверя было серым и совершенно гладким, и только его огромная голова, занимавшая половину его тела, придавала ему чрезвычайно странный вид. Однако, независимо от того, насколько необычным был его внешний вид, гигантские размеры делали его чрезвычайно устрашающим. Прямо в этот момент с одной из горных вершин вылетела человекоподобная фигура ростом около 40 футов. При ближайшем рассмотрении можно было бы обнаружить, что эта фигура была человеком с большими глазами и густыми бровями, что способствовало простому и честному внешнему виду. Этот человек был одет в лазурные доспехи, а на его спине была пара черных мясистых крыльев, которые беспрерывно хлопали. Размах этих чрезвычайно массивных крыльев достигал нескольких сотен футов. На этих крыльях не было ни единой прядки меха или волос, но они были заполнены беспорядочно мигающими серебряными рунами. Глядя на них издалека, крылья, казалось, переливались звездным светом, тем самым придавая им чрезвычайно загадочный вид. Как только появилась фигура, гигантское животное, похожее на жабу, спросила: «Мастер Тим Мо, это была всего лишь пара существ из мира духов. Зачем мы устроили им засаду?» Нет особой причины. Просто прошло много времени с тех пор, как какие-либо существа осмелились ступить на эти горные хребты, и мне показалось довольно странным, что эти два существа внезапно появились здесь. Это критический момент в пробуждении патриарха, поэтому я не хочу, чтобы в это время произошло что-то неожиданное. Мы должны немедленно позаботиться о любых потенциальных проблемах, равнодушно ответил Крылатый. Я думаю, что вы слишком много думаете, мастер. Согласно соглашению, которое наш патриарх заключил с этими высокоранговыми существами из мира духов, этот период времени совпадает с месячным периодом, в течение которого существам мира духов разрешено входить в нашу гору, поэтому неудивительно, что здесь появились люди, ответила гигантская жаба. Хорошо, Цзючу, поторопись и используй технику пожирания душ, чтобы переварить душу существа, которое ты только что проглотил. Я хочу знать, действительно ли они обычные дьявольские охотники на зверей, настояло крылатое существо холодным голосом. Да, мастер, видя, что его мастер стал терять терпение, гигантская жаба не осмелилась больше возражать и тут же закрыла глаза. Внезапно ее массивное тело окутал слой пятицветного света, а в воздухе поблизости появился ряд черных рун и стал вращаться вокруг нее. Примерно через 10 минут гигантская жаба издала громкий крик, и все черные руны исчезли в его теле, а затем она снова открыла глаза. «Мастер, я выяснил причину, по которой они вошли в эти горные хребты. Они ищут раненую бессмертную Зойсию», доложил Цзючу своеобразным голосом, явно немного озадаченный своей находкой. «Бессмертная Зойсия. Что это?» Недоуменно спросил гигантский крылатый человек. «Это разумная духовная Зойсия, который может принимать человеческий облик», объяснил Цзючу. Духовная Зойсия, которая может принимать человеческий облик. Это правда. Услышав это, гигантский крылатый человек вздрогнул, а затем на его лице появилось приподнятое выражение. Я уже полностью переварил душу этого существа, так что эта информация определенно точна. Вас это тоже интересует, мастер.
Цзючу ошеломленно почесал голову массивной рукой. Хехе, ты ведь знаешь о человекоподобном дьявольском духе нашего мира высших демонов, верно? Эта бессмертная Зойсия выполняет ту же функцию, объяснил крылатый человек, и в его глазах мелькнула радость. Глава 1623. Серебряный змей. Странное насекомое. Это сравнимо с человекоподобным дьявольским духом. Неудивительно, что эти люди рискнули отправиться в эти горные хребты. Они, скорее всего, прибыли сюда, чтобы попытаться схватить его. Стоп, но эти люди на самом деле не знают, как использовать духовную Зойсию. Воскликнул Цзючу. Немного помолчав, гигантский крылатый человек холодным голосом проинструктировал. В любом случае, мы определенно не можем позволить чему-то столь драгоценному попасть в их руки, но я не могу позволить себе задерживаться здесь, поскольку наш патриарх скоро выйдет из уединения. Поэтому я оставляю это на тебя. Иди, собери орду дьявольских зверей и выследи для меня эту бессмертную Зойсию. Они гораздо лучше знакомы с этими горными хребтами, поэтому они определенно смогут найти бессмертную Зойсию первей этих посторонних. Однако не забывай о том, что ты должен действовать осторожно, чтобы подчиненные До Ян и Сюэ Би не заметили твоих действий. Кроме того, убей всех существ из мира духов, с которыми столкнешься. Хотя мы действительно заключили соглашение с высокоранговыми существами мира духов, пока мы не покидаем эти горные хребты в массовом порядке, они ничего не могут сделать с нами только потому, что здесь пропали несколько человек. Хорошо, тогда я скоро вернусь. У этих существ есть кое-какие сокровища, которые могут выследить бессмертную Зойзию, и даже при том, что оно эффективно только в радиусе 50 километров, у нас будет больше шансов найти бессмертную Зойзию, если нам удастся забрать все эти сокровища. Сокровище другого человека уже было уничтожено, но сокровище, принадлежащее существу, которое я проглотил, все еще не тронуто. «Я отдам его вам, мастер», — сказал Цю Чуи, открыв рот, выплюнул пластину формации, мерцающую слабым духовным светом. Крылатое существо обрадовалось его словам, и он поднял руку, чтобы приманить пластину формации в свои руки, ясно. В таком случае нам действительно нужно убить всех существ из мира духов, что находится здесь. В противном случае они будут постоянно соревноваться с нами, чтобы первыми заполучить бессмертную Зойсию. Теперь можешь идти. Да, мастер. Почтительно ответил Цзю Чуй, внезапно спустившись в море тумана, бесследно исчез внизу. Тем временем крылатое существо убрало пластину формации, а затем, взмахнув крыльями, улетело прочь в виде полоски черного света. 2 днями позже 2 группы чужеземных культиваторов неслись по воздуху одна за другой над странной территорией, заполненной массивными деревьями, каждый из которых был по несколько десятков футов в длину. Группа впереди летела по воздуху на желтом духовном ковчеге длиной около 40 футов. Их группа состояла из 3 существ, каждый из которых был мужчиной в голубых одеждах. Один из них сидел, скрестив ноги совершенно неподвижно, по-видимому, получив серьезные травмы, в то время как вокруг тел других странно вспыхивал духовный свет, поскольку они изо всех сил вводили свою магическую силу в духовный ковчег. Их преследовала странная летающая повозка конической формы малинового цвета. Экипаж был окутан шаром серой ци, и внутри неясно мерцали призрачные тени. В летающей тележке была только одна человекоподобная фигура, одетая в комплект серебряных доспехов, пронизанных очень привлекательными острыми малиновыми шипами. Это был никто иной, как человек по фамилии Гуй, который чуть не напал на Хань Ли в павильоне молний. Мужчина скрестил руки, с равнодушным выражением глядя на удаляющийся духовный ковчег, с намеком на кровожадность в глазах. 2 группы летели по воздуху одна за другой, мгновенно преодолев расстояние в несколько десятков км. Тем не менее, у существа в серебряной броне явно было преимущество как в размере летающего сокровища, так и в его магической силе, поэтому его летающей повозке потребовалось всего несколько мгновений, чтобы значительно сократить разрыв. В отчаянии один из людей в духовном ковчеге повернулся и закричал: «Почему вы преследуете нас? Мы 3 ничем вас не обижали, и мы готовы отдадим вам наши пластины слежения и покинем эти горные цепи, если вы отпустите нас». «Отпустим».
Конечно, я могу это сделать. Отдайте мне вашу кровь и душу, и я буду более чем счастлив отпустить вас. Совершенно бесстрастно ответил человек в серебряных доспехах, и хотя его голос был не очень громким, он был отчетливо слышен даже издалека. Вы действительно отвратительное существо. Выругался человек в синем. Таким образом, погоня продолжалась, и три существа в синих одеждах с каждой секундой все больше и больше паниковали. Два здоровых существа уже плевались кровью, чтобы принудительно стимулировать свой скрытый потенциал, и даже раненое существо было вынуждено ввести свою духовную силу в духовный ковчег вместо того, чтобы сосредоточиться на выздоровлении. Таким образом, духовный ковчег резко ускорился, полетев немного быстрее, чем летающая повозка позади него. Однако, прежде чем они успели отпраздновать это положительное развитие событий, человек в серебряной броне человек холодно усмехнулся, и из его доспехов внезапно вырвался яркий серебряный свет. Затем он сделал печать заклинания, резко топнув по своему летающему экипажу, после чего развернулся невероятный поворот событий. Серая ци вокруг багровой летающей повозки резко вздыбилась и превратилась в огромное облако размером в несколько акров, после чего изнутри раздался драконий рев. Все три существа в синих мантии повернулись посмотреть ситуацию позади них, и на их лицах отразился шок от увиденного. Когда они поворачивались, в массивном облаке вспыхнул малиновый свет, после чего изнутри появился серебряный змей, а затем исчез во вспышке яркого света. В следующее мгновение над духовным ковчегом возникли пространственные колебания, и змей появился из воздуха, а затем злобно устремился вниз. Все три существа в синих мантии были ошеломлены этим внезапным развитием событий, но среагировали довольно быстро, сделав печати заклинания и подняв руки вверх, мгновенно призвав 7 или 8 сокровищ, намереваясь атаковать серебряного змея. В ответ в глазах змеях вспыхнул малиновый свет, и он, открыв пасть, со звоном выплюнул малиновую бусинку. Бусина сделала круг в воздухе, а затем внезапно высвободила обширное пространство темно-малинового света, и все сокровища, пораженные этим светом, с воплем попадали с неба. Малиновый свет продолжал спускаться вниз, а желтый защитный барьер вокруг духовного ковчега мгновенно растаял при соприкосновении с малиновым светом, как тонкий слой льда под палящим солнцем. Сразу после этого вспыхнул малиновый свет, охватив всех троих на духовном ковчеге посреди леденящих кровь криков агонии. В мгновение ока 3 слоя защитного духовного света вокруг тел существа в голубых одеждах распались вместе с их плотью и костями в мгновение ока, превратив их в 3 шарика крови размером с кулак. Серебряный змей открыл пасть, выпустив вперед полоску багрового света, втянув шары крови в его живот. В этот вокруг тела серебряного змея вспыхнул духовный свет, и он принял человеческую форму. Это был никто иной, как человек по фамилии Гуи. Он поднял руку с холодным выражением на лице, чтобы стереть слабый след крови с уголков губ, а затем окинул взглядом окружающее пространство. После короткой паузы он улетел прочь в виде полоски малинового света. В другом месте на горных хребтах было огромное пространство мутного белого тумана, которому, казалось, не было ни конца, ни края. По сравнению с серой дьявольской ци и черным туманом, повсюду эта полоска белого тумана торчала, как больной большой палец. Трио Хань Ли в настоящее время парило перед этой полоской белого тумана в тишине с контрастирующими выражениями на лицах. Мы должны пройти здесь. Разве мы не можем обойти это? Спросила Сюаньсянь. Боюсь, что нет. Чтобы избежать этого роя дьявольских ос, который появился несколько дней назад, нам уже пришлось пойти в обход, на который мы потратили лишние 2 дня. Если мы сделаем здесь еще один крюк, мы не сможем успеть вовремя, ответил Юэ Цзун, нахмурив брови. Но, судя по тому, что вы сказали ранее, в этом месте никогда не было тумана, так что эта ситуация действительно весьма тревожная, вздохнула Сюаньсянь. Это не просто тревожно. Скорее всего, в этом тумане скрываются могущественные дьявольские звери, или, возможно, этот туман был вызван неким дьявольским зверем, торжественно заметил Хань Ли. Пока вы с нами, нам нечего бояться даже высокоранговых дьявольских зверей, усмехнулась Сюаньсянь, повернувшись к Хань Ли. Ты переоцениваешь меня, фея Сюань. Если бы там было 1 или 2 дьявольских зверя, я, естественно, мог бы с легкостью позаботиться о них, но если в этом тумане таится целая стая,
Тогда я смогу защитить только себя в лучшем случае, ответил Хань Ли, спокойно покачав головой. Откуда там стая дьявольских зверей? Очень мало высокоранговых дьявольских зверей обитает в стае, возразила Сюань Сянь с наигранной улыбкой на лице. Это не обязательно так. Эта полоска тумана может выглядеть тонкой, но она чрезвычайно обширна по площади, поэтому не похоже на то, что может быть вызвано одним или двумя дьявольскими тварями. Там либо очень могущественный дьявольский зверь или стая высокоранговых зверей, не согласился Юэ Цзун. Услышав это, Сюань Сянь изменилась в лице, и только после короткого молчания она спросила: «Так что вы двое хотите сделать? Вы планируете вернуться?» Не нужно заходить так далеко, но я хочу сказать, что мы должны проявлять особую осторожность. Мы всегда должны быть готовы к любым опасностям. Если там действительно есть слишком сильные существа, тогда у нас не будет выбора, кроме как повернуть назад, с улыбкой сказал Хань Ли. Услышав это, выражение лица Сюань Сянь смягчилось, но реакция Юэ Цзуна была противоположной. Вы тоже решили войти в этот туман, старший хан? Верно. Это путешествие очень важно для меня, поэтому я не могу повернуть назад без очень убедительной причины. А ты думаешь о том, чтобы повернуть, господин даосист Юэ? Спросил Хань Ли, глядя на Юэ Цзуна. Юэ Цзун, немного помедлив, сказал: «Ранее вы спасли меня от тех двух существ, поэтому я в большом долгу перед вами. Если вы собираетесь войти в это место, я буду сопровождать вас, даже если это означает рискнуть своей жизнью». В ответ на это Хань Ли просто улыбнулся, не говоря ни слова. Сюань Сянь также улыбнулась со словами: «Раз вы оба приняли свои решения, давайте войдем. Если мы встретим там могущественных дьявольских зверей, не беспокойтесь обо мне. Мой уровень культивации довольно низкий, но у меня есть несколько козырей, которые спасут меня в опасных ситуациях, так что я могу позаботиться о себе сама». В таком случае у меня еще меньше сомнений по поводу продолжения путешествия, хихикнул Хань Ли, а затем полетел в туман в виде полоски лазурного света. С его нынешними способностями он смог бы спастись, даже если бы ему пришлось столкнуться с дьявольским зверем ранга святого, так что на самом деле он не слишком беспокоился об этом тумане. Сюань Сянь и Юэ Цзун переглянулись между собой, а затем последовали за ним. Лазурная полоска света неторопливо летела над ними на малых высотах. В полоске света Хань Ли постоянно осматривал окрестности, и в его глазах вспыхивал синий свет. В этот момент он уже максимально активировал способность своих глаз духовного прозрения, и в то же время вокруг его тела медленно вращался небольшой полупрозрачный щит, на поверхности которого мерцали едва заметные руны. Это был не что иное, как кристаллический щит, который он выковал из материалов, полученных после убийства этого чудовищного мотылька. В таком опасном месте он определенно не собирался сдерживать свои оборонительные сокровища. Юэ Цзун летел за ним с парой колес под ногами и странной серой коробкой в руке. Как только он открыл коробку, оттуда вылетело насекомое с серебряными точками на всем белом пухлом теле. Насекомое было очень похоже на шелкопряда, но на макушке его головы был необычный рисунок лица призрака. Сам рисунок выглядел точь-в точь, как живой. Глава 1624. Стервятники с человеческим лицом. Сюань Сянь все еще была окутана шаром золотого света, а за пределами золотого света, вокруг ее тела, вращались 8 медных зеркал размером с ладонь. На спинках зеркал были старинные узоры, а их зеркальные поверхности переливались холодным светом. Помимо этих сокровищ, они вдвоем держали другие вещи руками, спрятанными в рукавах. Было совершенно ясно, что они оба знали, что эта туманная область может быть потенциально опасным местом, и оба сделали некоторые приготовления. Даже Хань Ли держал в руке несколько голубых молниеносных бусин, спрятав их в рукаве. Если бы они столкнулись с какими-либо могущественными врагами, он мог немедленно атаковать их этими молниеносными бусинами. Мутный белый туман вокруг них был похож по природе на обычную дьявольскую ци, но, естественно, был гораздо менее мощным, чем черное море тумана внизу. По крайней мере, им пока не нужно было беспокоиться о дьявольской ци.
Однако способность глаз духовного прозрения Хань Ли по-прежнему была здесь сильно ограничена, видимость сократилась до 500 метров. Таким образом, даже при том, что Хань Ли выглядел спокойным, он не осмеливался успокаиваться ни в малейшей степени. Сканируя глазами всю окружающую местность, он также высвободил свое духовное чутье, охватив область радиусом в несколько сотен футов на случай, если какие-нибудь дьявольские звери, умеющие маскироваться, попытаются приблизиться к нему. Таким образом, когда они вошли в море тумана, разговор между ними троими постепенно утих, и троица молча продолжила свой путь. Для них, естественно, идеальным исходом было бы пройти через эту область, не попавшись на глаза дьявольским зверям, которые потенциально скрывались в этом тумане. Спустя час полета окрестности все еще были полностью окутаны слабым белым туманом, и не было никаких признаков того, что они скоро должны покинуть эту область. Хань Ли оставался относительно невозмутимым перед лицом этой ситуации, но у Сюань Сянь было взволнованное выражение на лице, да и Юэ Цзун также явно чувствовал себя довольно напряженным, то и дело поглядывая на странное насекомое в коробке. Пролетев еще некоторое время, позади Хань Ли внезапно раздался резкий крик. Услышав это, он остановился в полете, а затем обернулся и обнаружил, что из коробки в руке Юэ Цзуна исходит яркий серебряный свет. В то же время странное насекомое приподняло верхнюю часть тела, и его голова яростно тряслась в тревожном крике. Серебряные пятна на теле насекомого переливались ярким серебряным светом, а призрачное изображение на его голове загорелось чрезвычайно ярким малиновым цветом. Юэ Цзун резко изменился в лице и сказал: «Плохо». В пределах 5 километров появились дьявольские звери высокого ранга, и они очень быстро летят к нам. «Скажи мне, откуда они летят?» — спокойно проинструктировал Хань Ли. Послушав еще какое-то время визг насекомого, Юэ Цзун поспешно ответил: «С юго-запада, а всего их 5. 5, да. С ними действительно будет довольно сложно разобраться». «Интересно, что это за высокоранговые дьявольские звери?» — пробормотал Хань Ли, глядя в юго-западном направлении. Внезапно он взмахнул рукавом, со звоном выпустив 72 лазурных меча. После этого он начал что-то повторять, а затем быстро указал на эти летающие мечи. Все маленькие мечи вздрогнули и внезапно исчезли на месте. Сразу после этого из воздуха появилась серия лазурных цветков лотоса, размножающихся с угрожающей скоростью. Пятнышки лазурного света начали появляться высоко в воздухе, и лазурные цветки лотоса стали вращаться в унисон, а затем увеличиваться в размерах примерно 10 футов каждый. Они соединились, образуя лазурный световой барьер, который закрыл все небо поблизости. В результате область радиусом около 1000 футов была закрыта световым барьером. Это была одна из самых мощных способностей Хань Ли — формация мечей весеннего рассвета. Используя только одну эту способность, Хань Ли был уверен, что сможет поймать сразу несколько высокоранговых дьявольских зверей. Он, естественно, был уверен в своей способности убивать этих дьявольских зверей даже без этой формации мечей, но в этом случае он не смог бы гарантировать безопасность Сюань Сянь и Юэ Цзун. Если случится несчастный случай или несколько высокоранговых дьявольских зверей проскользнут и обойдут его, эти двое окажутся в серьезной опасности. Они оба были необходимы в этом путешествии, поэтому Хань Ли, естественно, использовал самый безопасный метод. Это формация мечей. Обладая огромным богатством знаний и опыта, Сюань Сянь сразу же смогла определить природу способности, которую использовал Хань Ли, и на мгновение дрогнула, а затем на ее лице появилось приподнятое выражение. Юэ Цзун тоже был в восторге от этого, ясно осознавая, насколько мощными были мечи. Тем временем Хань Ли бесстрастно провел рукавом по воздуху, и вперед вылетела полоска лазурного света. Световой барьер наверху слегка размылся, а затем стал прозрачным и бесследно исчез, словно его никогда и не существовало. Загадочность этой формации мечей весеннего рассвета еще больше повысила уверенность Сюань Сянь и Юэ Цзуна в Хань Ли. Они приглянулись между собой, а затем подлетели к Хань Ли, паря у него за спиной. Хань Ли не оборачивался, но почувствовал, что они все еще были на расстоянии более 200 футов и не были достаточно наглыми, чтобы подойти к нему слишком близко. Прямо в этот момент Хань Ли внезапно услышал издалека череду странных криков,
и как только этот звук достиг его ушей, его охватило чувство раздражения, которое мешало ему сосредоточиться. Он был довольно поражен этим и сразу же активировал свою технику великого развития, тем самым быстро вернув в свой разум чувство ясности. Между тем, Юэ Цзун и Сюань Сянь по-разному среагировали на эти странные крики. Глаза Юэ Цзун внезапно потускнели, а его щеки неестественно покраснели. Его руки непроизвольно сжались в кулаки, а затем снова расслабиться, и он, казалось, был совершенно сбит с толку. Перед лицом Сюань-Сянь мелькнул перед ее лицом, и она осталась полностью невосприимчивой к воздействию этого странного звука. Тем не менее, она также была очень настороженной, как только заметила, что это были необычные крики, сразу бросила взгляд на Юэ Цзуна. Оценив его состояние, ее лицо стало мрачным, и после недолгого колебания она внезапно подняла руку. Из ее руки вырвался талисман, который она спрятала заранее, а затем превратилась в поток белой ледяной ци. Ах! Из-за того, что рефлексы Юэ Цзуна были притуплены из-за его растерянного состояния, он совсем не реагировал на неожиданный жест Сюаньсяня, и все его тело мгновенно окутало ледяной ци. Затем ощущение ледяного холода пробежало по его телу с головы до пят, и чувство раздражения, поднявшееся в его сердце, мгновенно исчезло. Придя в себя, Юэ Цзун, естественно, осознал, что только что произошло, и сжал кулак в знак благодарности, сказав «Спасибо за помощь, фея Сянь». «Все в порядке, но ты должен быть осторожнее, брат Юэ», ответила Сюань Сянь с улыбкой. После восстановления полного контроля над своими когнитивными способностями Юэ Цзун счёл эту ситуацию довольно странной. Его уровень культивации намного превосходила уровень Сюань Сянь, но ее совершенно не трогали эти странные крики, в то время как он сам стал их жертвой. Может быть, у нее было какое-то защитное сокровище чрезвычайно высокого ранга. В тот момент, когда эти мысли проносились в сознании Юэ Цзуна, тонкий туман в юго-западном направлении внезапно упал и резко поднялся, после чего появилось несколько угрожающих черных теней, каждая из которых была размером около 10 футов. После нескольких вспышек они выскочили из тумана под взрыв тревожных криков, открыв себя стаи дьявольских зверей, похожих на стервятников. Однако у всех этих дьявольских зверей были лица женщин, но у каждой из них было по 4 зеленых глаза, а не 2, как у обычного человека. Таким образом, вместо этого красивые женские лица приобрели чрезвычайно зловещий вид. Среди 5 дьявольских зверей было 4 с черными и белыми перьями, и они были на ранней стадии пространственного закаливания. У последнего зверя были белоснежные перья, и он был также самым могущественным существом в группе, будучи на поздней стадии пространственного закаливания. Ку-ку. Посмотри, что у нас здесь. Существа из мира духов. Как здорово. Последний раз я ел существо из мира духов несколько сотен лет назад, заговорил самый могущественный белый стервятник, и его голос был чрезвычайно грубым и неприятным. Выражение лица Хань Ли оставалось совершенно неизменным, и он просто стоял на месте, холодно глядя на дьявольских птиц. Тем не менее, этот дьявольский стервятник на поздней стадии пространственного закаливания, казалось, обладал чрезвычайно высоким уровнем интеллекта, так как он не сразу атаковал трио Хань Ли вместе с его 4 товарищами. Вместо этого он нежно махал крыльями, парив в воздухе, оценивая трио Хань Ли издалека своими 4 зелеными глазами, чтобы определить уровень их силы. Хань Ли слегка нахмурился при виде этого и внезапно поднял руку. Из его рукава сразу же вылетело 5 лазурных бусинок, и все они превратились в шары лазурного света размером с кулак, которые достигли дьявольских птиц всего за несколько вспышек. Дьявольские стервятники были слегка удивлены этим внезапным развитием событий, но затем разлетелись в стороны по приказу своего лидера, пытаясь избежать столкновения с этими атаками в лоб. В конце концов, все дьявольские птицы были намного быстрее, чем большинство наземных зверей, и всегда были готовы воспользоваться этой способностью. Однако при виде этого на лице Хань Ли внезапно появилась холодная улыбка, и он внезапно сделал печать заклинания. Промахнувшись мимо цели, 5 шаров лазурного света внезапно изменили направление по его велению, устремившись к пустому пространству между 5 дьявольскими птицами. Внезапно раздался ряд громких ударов, и 5 шаров лазурного света столкнулись и взорвались в унисон. С раскатом грома в воздухе вспыхнули бесчисленные дуги лазурных молний,
мгновенно покрыв площадь в несколько акров. 5 дьявольских стервятников были застигнуты врасплох и сметены взрывом. Дуги молний злобно обрушились на их тело, в мгновение ока заливая их лазурными молниями. Юэ Цзун пришел в восторг от увиденного, стоя позади Хань Ли, и он как раз собирался что-то сказать, когда из лазурной молнии внезапно раздался громкий крик. Сразу после этого изнутри вырвались 5 столбов белого света, один из которых был толще другого. Столбы света пронеслись сквозь бескрайнее пространство молний, быстро уничтожив последнюю, после чего 5 дьявольских птиц яростно вылетели из того немногого, что осталось от лазурного света. Все они издавали яростные крики, явно разгневанные нападением Хань Ли, и неудивительно, кроме их лидера, который лишь немного обгорел на одном из крыльев, остальные 4 дьявольских стервятника были изрешечены ранами и источали едкий запах гари. Им удалось противостоять этой атаке, но каждая из молниеносных бусин Хань Ли обладала силой, эквивалентной мощной атаке существа на стадии пространственного закаливания, так что они, конечно, не могли выйти целыми и невредимыми, попав под взрыв нескольких таких молниеносных бусин разом. Таким образом, 4 дьявольских птицы, получившие серьезные ожоги, бросились на Хань Ли с неудержимой яростью в глазах, выглядя так, словно хотели разорвать его тело в клочья и сожрать. Глава 1625. Золотой ворон истинного пламени. Тем временем белая дьявольская птица осталась на месте, оценивая Хань Ли издалека. Казалось, что что-то не так. Немного помедлив, она издал резкий крик в попытке призвать своих 4 подчиненных обратно к себе, но уже было слишком поздно. Формация меча, которую создал Хань Ли, была размером более 1000 футов, а 4 дьявольских птицы летели очень быстро, в мгновение ока нырнули в нее с головой. Сразу после этого вспыхнул лазурный свет, и внезапно появился световой барьер, заманив в ловушку всех 4 дьявольских стервятников. Все 4 птицы были ошеломлены этим внезапным развитием событий и стали кружить в небе, злобно схватившись за световой барьер своими когтями. Как только их когти коснулись светового барьера, он разбился, как стекло, не в силах оказать никакого сопротивления. При виде этого 4 дьявольских стервятника пришли в восторг, но вскоре изменились в лицах. После того, как световой барьер был разрушен, они по-прежнему были внутри формации мечей. Вместо этого они появились в странном пространстве, заполненном лазурными цветками лотоса. Каждый цветок лотоса был размером с человеческий палец, но им не было ни конца, ни края, создавая, казалось бы, непреодолимый барьер. 4 дьявольских птицы переглянулись между собой, как вдруг одна из них внезапно открыла пасть и выпустила столб белого света. Столб света с глухим ударом поразил несколько лазурных цветков лотоса, но вместо того, чтобы быть уничтоженным, эти несколько цветов лотоса увеличились в несколько раз по сравнению с их первоначальным размером, став теперь размером с человеческий кулак. При виде этого все 4 птицы сильно испугались, и после этой атаки мощь всей формации мечей весеннего рассвета также была активирована. Остальная часть светового барьера мгновенно разрушилась сама по себе, и на ее месте появились бесчисленные лазурные цветки лотоса. Все эти цветы начали вращаться, и 4 дьявольских стервятника почувствовали, что их окружение размывается, а потом они внезапно оказались в лесу, полном массивных лазурных деревьев. Каждое дерево было более 1000 футов в высоту, достигая такой высоты, которую было невозможно увидеть невооруженным глазом, а их пышные навесы из ветвей и листьев закрывали практически все небо. 4 птицы находились в самой глубокой точке леса. Все они были очень встревожены этим развитием событий. Для таких птиц, как они, падение в густой лес или в реку было одним из худших опасений, поскольку техника передвижения, на которую они так сильно полагались, в такой местности сильно затруднялась. Таким образом, все 4 одновременно расправили крылья, выпустив из своего тела 4 шара палящего белого пламени, вырвавшиеся из их тел. Затем эти белые огненные шары взорвались, образовав более 100 белых огненных бабочек размером с ладонь, метнувшихся к окружающим деревьям. Это белое пламя было козырной картой этих дьявольских птиц, поэтому они думали, что с легкостью смогут сжечь эти деревья. Однако огненные бабочки, которых они только вызвали, просто прошли сквозь деревья, как будто их даже не существовало. Это иллюзорная техника.
Все эти дьявольские птицы обладали уровнями культивации на ранней стадии пространственного закаливания, поэтому у них было достаточно ума, чтобы немедленно разобраться в ситуации. Один из них был очень вспыльчивым и немедленно полетел к одному из гигантских деревьев. Однако вещи, проявленные формацией меча весеннего рассвета, нельзя было сравниться иллюзиями других подобных формаций. Они существовали в состоянии, которое находилось где-то между иллюзией и реальностью. Таким образом, злобная дьявольская птица с громким гулом ударилась о дерево, к которому летела, и отскочила назад, как резиновый шар с перьями. Между тем, гигантское дерево осталось совершенно невредимым, словно оно было полностью выковано из стальной эссенции. Дьявольский стервятник действительно обладал довольно мощным телом, но, врезавшись на скорости, врезался головой в дерево, и его все же поразила острая головная боль. Все трое его товарищей были ошеломлены увиденным. Между тем, белая дьявольская птица снаружи формации, естественно, увидев, как четверо ее подчиненных влетели и исчезли в световом барьере, была одновременно шокирована и взбешена. Она, издав громкий крик, резко расправила крылья, и из ее тела внезапно вырвался ореол белого света, вслед за которым загорелись все его белоснежные перья. В отличие от белого пламени, вызванного 4 другими дьявольскими стервятниками, в этом белом пламени мерцали серебряные руны, и они были гораздо более раскаленными, повысив температуру окружающего воздуха до невероятной степени. Скрытая формация меча весеннего рассвета также была вынуждена раскрыться перед лицом таких палящих температур, и лазурный световой барьер снова появился. Сюань-Сянь сначала была в восторге, увидев, что 4 дьявольских стервятника были пойманы в ловушку, но тут же изменилась в лице при виде этого странного белого пламени. «Смотри, брат Хань, это истинное пламя Золотого Ворона. Не позволяй ему прикоснуться к твоему телу. Эта дьявольская птица может обладать частью родословной истинного духовного Золотого Ворона. Истинное пламя Золотого Ворона». Услышав это, Хань Ли ничуть не изменился в лице, но внутренне он был вне себя от радости. В этот момент дьявольская птица впереди полностью превратилась в гигантскую огненную птицу, которая неслась прямо на Хань Ли. Еще до того, как она приблизилась к нему, яростная волна пламени пронеслась над ним, и Хань Ли увидел, что в воздухе поблизости возникли пятнышки красного света, вслед за которыми из воздуха возникло бесчисленное множество огненных шаров размером с горошину. Все пространство в радиусе нескольких сотен футов вокруг Хань Ли полностью загорелось. Однако Хань Ли спокойно стоял на месте, не обращая на это никакого внимания. Внезапно он глубоко вздохнул, а затем открыл рот, и оттуда вырвался серебряный огненный шар, превратившись в серебряного огненного ворона длиной около фута. Как только появился огненный ворон, вокруг его тела вспыхнуло серебряное пламя, и все миниатюрные красные огненные шары, появившиеся в окрестностях, полетели к нему, по иронии судьбы, как мотылёк к пламени. Огненные шары размером с горошину мгновенно исчезли в теле огненного ворона, и палящая температура в окрестностях также мгновенно спала. Тем временем серебряный огненный ворон резко увеличился в размерах и, взмахнув крыльями, бесстрашно полетел к приближающемуся пылающему стервятнику. Несмотря на то, что огненный ворон увеличился в размерах, дьявольский стервятник все еще был в 7 или 8 раз больше его, но это его нисколько не смущало. В тот момент, когда появился серебряный огненный ворон, в глазах дьявольской птицы промелькнула странная последовательность эмоций. Сначала в его взгляде был намек на страх, за которым последовали удивление и восторг, но, прежде всего, преобладала скрытая алчность и злоба. При виде серебряного огненного ворона, мчащегося прямо к нему, дьявольская птица, казалось, не решалась, что делать дальше, но в следующее мгновение в ее глазах появилось невменяемое выражение, и она испустила оглушительный крик. Пламя по всему его телу увеличилось до нескольких футов в высоту, и стервятник без колебаний набросился на приближающегося огненного ворона. Птицы с грохотом столкнулись, и белое пламя переплелось с серебряным, а 2 огненные птицы стали сражаться за превосходство над другой. Как только белое и серебряное пламя соприкоснулись друг с другом, раздался странный треск, словно они были проклятием для существования другого. Несмотря на крошечный рост серебряного огненного ворона, он смог выстоять, столкнувшись с массивной дьявольской птицей, и 2 типа пламени постоянно пытались поглотить друг друга.
В один момент серебряное пламя поглощало вспышку белого пламени, как в другой уже шар белого пламени поглощал это серебряное пламя. Глядя на это, Хань Ли слегка прищурился. Он мог видеть, что его огненный ворон по качеству превосходил дьявольское птичье пламя, но из-за серьезного недостатка количества ему потребуется много времени, чтобы полностью поглотить все серебряное пламя. Конечно, он не собирался этого допустить. Таким образом, он внезапно сделал печать заклинания руками, указав пальцем в сторону, и с кончика его пальца вырвался тонкий столб лазурного света, мгновенно исчезнув в теле огненного ворона. Столб света был настолько плотным, что напоминал стол жидкости чрезвычайно яркого лазурного цвета. Это было проявление чистой энергии в теле Хань Ли. Затем произошла удивительная сцена. Тело серебряного огненного ворона начало расширяться с угрожающей скоростью. Сначала до 2 футов, затем до 4, затем до 5, затем до 10. Через несколько мгновений серебряный огненный ворон увеличился до 40 футов в размерах, и в результате белое пламя, выпущенное дьявольской птицей, начало сдавать позиции. Теперь это серебряное пламя преобладало над белым пламенем. Выражение шока и ужаса появилось на лице дьявольского стервятника, и он внезапно открыл клюв, выплюнув белую бусину. Бусина была безупречного, чисто белого цвета и излучала пронзительный белый свет. Это было не что иное, как его дьявольское ядро, которое стервятник решил изгнать из своего тела перед лицом этой ужасной ситуации. Дьявольское ядро было размером с человеческий кулак, но как только оно появилось из птичьего клюва, исходящий от него свет превратился в тысячи тонких игл, которые разделились на 2 группы. Половина этих игл мгновенно устремилась в сторону огненного ворона, пробив бесчисленные дыры в его теле. Между тем, другая половина ринулась к Хань Ли, но практически мгновенно врезалась в лазурный световой барьер. Эти тонкие иглы обладали необычайной силой, позволяя им с легкостью пробить лазурный световой барьер, обрушившись на Хань Ли проливным ливнем. При виде этого Хань Ли вскинул бровь, но остался стоять на месте, поскольку из его кристаллического щита, парящего перед ним, внезапно вспыхнул яркий кристаллический свет. Тонкие иглы, попадая в кристаллический щит, преломлялись в другом направлении, не имея возможности попасть в цель. Почти в один и тот же момент Хань Ли сделал хватательное движение, даже не обернувшись, и над его 5 пальцами появились 5 проекций черепа, после чего 5 с кончиков его пальцев вырвалось потоков пламени разных цветов, и все они сошлись воедино, образуя море пятицветного пламени. Все тонкие иголки были унесены пятицветным пламенем и мгновенно исчезли. С другой стороны, тело огненного ворона непрерывно кололи сотни тонких игл, летавших вокруг него. Хотя колотые раны мгновенно заживали, иглы все еще оказывали пагубное воздействие на огненного ворона, о чем свидетельствует тот факт, что серебряное пламя, которое он испускал, было сильно ослаблено. Таким образом, истинное пламя золотого ворона снова смогло выстоять против серебряного пламени. При виде этого Хань Ли резко изменился в лице и сделал печать заклинания руками, а затем резко спустился вниз. Внезапно вспыхнул яркий пятицветный свет, и громкий крик Феникса пронзил небо. После того, как пятицветный свет погас, на месте Хань Ли появился пятицветный Феникс. Феникс резко взмахнул крылом, и из воздуха появилась тонкая белая полоска. Белая линия слегка искривилась, образуя белую трещину в пространстве, и Феникс взмахнул крыльями, исчезнув в этой пространственной трещине. В то же время идентичная белая линия появилась из воздуха прямо над огненным вороном и дьявольским стервятником. Затем белая линия беззвучно разделилась, и оттуда появилась верхняя половина тела Феникса.